Покажите, что пути, проходимые в одно и то же самое время телами, пропорциональны действующим силам, если массы тела равны, и обратно пропорциональны массам, если действующие на них силы равны. Так известно, что тела проходят пути, время у них одинаковое, t константа. Посмотрим первый случай. Массы тела равны. Если на тела действует сила, они подчиняются второму закону Ньютона. В данном случае F1 сила будет равна масса первая умножить на ускорение первое, и вторая сила F2 будет равна массе второй умножиться на ускорение второй. Путь, пройденный за одно и то же самое время одинаковой константы. Первое тело пройдет за одну вторую, А1 на t квадрат. Второе тело свой путь пройдет 1/2, А2 умножить на t квадрат. t одинаковые. Так, посмотрим, какая будет пропорциональность, если массы равны. Пока мы пишем m1 и m2, а потом мы скажем, что они равны. Итак, S1 так относится к S2, как вот это относится к вот этому. Равно. Запишем эту большую дробь, 1/2, А1t в квадрате делится на 1/2, А2t в квадрате. То мы сразу получаем, 1/2 сократилась, не мешает, t квадрат тоже сократился. Мы получаем, что А1 делить на А2. В данном случае можем вычислить, чему же равно А1 и А2. А1 из этой формулы равно F1 делить на M1. Естественно, А2 равно F2 делить на M2. Подставим вот эти значения сюда. Что мы получаем? S1 делить на S2 равно. Вместо А1 подставляем значение, пока большой такой дробь, F1, что делится на M1, а вместо А2 F2, что делится на M2. Вот такие многоэтажные у нас дроби. M1 пойдет сюда, в знаменатель, а M2 пойдет в числитель. И так у нас останется от первой дроби F1 сверху, M1 пошла в знаменатель. F2 останется здесь в знаменателе, а m2 уйдет в числитель. Итого мы получили f1, что множится на m2, и m1, что множится на f2. Поскольку массы у них равны, m1 равно m2, вот здесь напишем m1 равно m2. Раз они равны, значит можно сократить. Это у нас получается s1 деленное на s2 равно f1 деленное на f2. Получается, что если массы равны, то под воздействием этих сил тела пройдут пропорционально действующим силам расстояния. Вот это первое условие. Второе условие: массы не равны. m1 не равно m2. В конечном итоге мы получаем такой же точно путь, пока можем воспользоваться вот этой формулой, что S1 делить на S2, все те же самые промежутки получается, время-то одинаковое, равно А1 деленное на 2. Теперь мы говорим, массы не равны, зато силы равны. Так, вместо А1 подставляем его значение, то мы получаем большой дробь. А1 это F1 на M1, А2 это F2 на M2. Приводим более-менее не такой высокой дроби. M1 идет в знаменатель, F1 остается в числителе, F2 остается в знаменателе, M2 идет наверх. Мы получаем так. F1 делить на M1 множится на F2, то множится, M2 выходит, то есть равно. F1 равно F2, зато массы не равны. F1 равно F2 можно сократить, потому что равно будет M2 делить на M1. S1 делить на S2 равно M2 на M1. При неравных массах и одинаковых действующих силах пути, по которым проходят два тела, будут обратно пропорциональны массам. Вот то, что необходимо было доказать. Если массы равны, в отношении двух путей, которые проходят тело, пропорциональны силам. Силы не равны. Если силы равны и массы разные, тогда обратно пропорциональна масса.